Я прибыл во Францию в 2002 году, когда мне было 17 лет. Еще 3 года отучился на инженера по строительству. В 2017 году я завершил всю эту учебу и получил свой диплом. Вручение диплома было в здании Совета Европы, здесь в Страсбурге. И после этого я нашел работу по своей специальности. На данный момент работаю как управляю строительными объектами. Я родился в Грозном, Чеченской Республике. В Европу приехал в 2010 году. Чечню пришлось покинуть из-за политических причин. Я на родине учился в Чеченском государственном университете. После того, как приехал в Европу и обустроился, я поступил в Венский технический университет на факультет информатики, где обучаюсь на данный момент. Я уроженка Чеченской Республики. В Европу приехала в 2007 году. Причиной переселения является притеснение и преследование со стороны российских оккупантов, а также незаконно формированных марионеточных группировок под командованием российских спецслужб. Я училась на медицинском факультете, лечебное дело, также проходила заочное обучение на юридическом факультете бизнес и права. На данный момент являюсь студентом технологической высшей школы компьютерной инженерии. Поначалу, да, было трудно учиться, поступить. По большей части проблемы возникают из-за языкового барьера. Приходится еще проходить подготовительные курсы. Есть специальные учебные заведения, где человеку нужно давать немецкий язык и предметы, смотря куда он поступает. В моем случае были немецкий, математика, физика. Вот этот момент самый тяжелый. То есть у тебя немецкий язык, который тебе чуждый, и помимо этого еще приходится на этом же языке изучать, сдавать математику и физику. Я также приобретал шариатских знаний. С этим мусульманин также должен обучаться светским наукам по мере своей возможности, стараться получить какую-то профессию, обучиться какому-то ремеслу. И самое главное, приносить пользу обществу. Мы считаем, что для нашего народа и для народов Кавказа сегодня первоочередной необходимостью является образование, получение знаний. И когда мы говорим о знаниях, мы не разделяем их на религиозные и на светские, так как и то, и другое нам одинаково необходимо. Религиозные знания нам необходимы для того, чтобы нашу молодежь не могли использовать разного рода секты, течения или же какие-нибудь спецслужбы в своих целях, чтобы люди имели понимание, правильное понимание этой религии, не обманывались на всякого рода красивые речи. А светское образование, естественно, нам необходимо для того, чтобы прогрессировать, для того, чтобы приносить пользу своему народу, обществу, чтобы быть полезным. Развиваться и приносить пользу нуждающимся нет лучше деяния, по мнению моему. Наш народ нуждается в нас. Думаю, тот, кто изучает религиозные, а также мирские науки, благодаря своим познаниям творить добро, приносить людям пользу. Учиться меня смотивировало то, что если человек, где получит образование, будет в какой-то сфере полезен для своего народа. Все эти годы, в течение которых я учился, я всегда был старше своих одноклассников, так как я начал поздно. Для них это было как-то необычно, но несмотря на это, не было никогда никаких конфликтов. Везде относились с пониманием и с уважением. Если преподаватель видит, что ты приезжий, учишься, они идут тебе во многом навстречу, помогают, относятся очень уважительно. Например, здесь в Швеции мы видим, с каким уважением люди относятся к знаниям и к тем, кто их приобретает. И студенты здесь считаются чуть ли не героями. А также отношение властей, их внимание, которое они уделяют студентам, это всякого рода льготы, скидки в магазинах для студентов, то есть поощрение учебы, приобретение знаний поощряются всячески. И всячески пытаются помочь студентам. Главное, чтобы они учились. Конечно же, мы, живя здесь, не оторваны от своей родины, мы всегда беспокоимся о том, что творится у нас дома, и всегда на связи, всегда стараемся, значит, быть полезными как здесь нашим соотечественникам, так и тем, которые на родине. И при первой возможности, конечно же, мы, если от нас что-то требуется, мы всегда
должны быть готовы помочь своему народу. На родину вернуться мысли меня не покидают с тех пор, как я приехал в Европу. Естественно, цель будущего я вижу только в Чечне, и цель есть вернуться в Чечню, но по понятным нам причинам пока что этого делать не получается. Но я верю, что в дальнейшем политическая система в Чечне изменится, и будет возможность такая вернуться на родину и быть полезным уже для своего народа. Конечно же, это вопрос времени. И я, как дочь своего народа, верю, что придет день, настанет час, и мы вернемся в отчий край и продолжим приносить пользу народу. Мы видим, что среди кавказцев сегодня получение знаний не является похвальным, чем-то почетным. Вместо этого рекламируются всякого рода спортивные единоборства, какие-то бои без правил, и люди, достигшие каких-то высот в этих направлениях, их поощряют призами, автомобилями, квартирами и другими какими-то подарками. И подрастающее поколение, молодежь это видит, и, конечно же, они хотят быть такими же и стремятся добиться тех же высот. Поэтому наша организация работает над тем, чтобы изменить это положение, чтобы изменить отношение общества и молодежи к образованию, чтобы для нас стало почетным, поощряемым, похвальным приобретение знаний, получение образования. Мы знаем, что есть много людей, у которых есть стремление и потенциал к учебе, однако у них нет возможности приобретать знания. Та молодежь, которая находится в Европе, она имеет огромную возможность получать бесплатное, качественное образование. Главное иметь стремление и терпение в этом деле. И, конечно, мы призываем молодежь не упускать этот шанс и быть полезными себе и своему народу. Вам, молодым, умным, активным, творческим, предстоит вершить будущее нашего народа, сделать его еще более развитым и перспективным.